спидометра 270 702. О, как интересно. 270 702. Дата выезда, время выезда будет 17:40. Дата 25.04.23, 17:40. Маршрут Минск, БУ, Микошевичи, БУ, Пинск. Вот сразу Пинск писать, ладно. БУ. О, доброго всем вечерочка. 20, вы уже слышали, 25-е. Какой у нас остаток? Какой у нас остаток? Какой у нас остаток? Где мой? Вот. Тонна 326. 1326 литров. Подпись водителя есть такая. Так, ну вроде все. Ну что, поедем в Микошевичи. Время 5:30. Сутки пролетели как фанера над Парижем или над Москвой. Так, ровно 200 километров. Вот забил точку. Вот, смотрите. Ровно 200 километров. Можно было бы, конечно, и завтра с утра выехать. Но это надо было выезжать. Это надо было выезжать в 5 утра. Самое позднее. 200 километров, 3 часа езды. Вот. Чтобы выехать от гаража в 5 утра, нужно было с дома выехать в 4. Чтобы с дома выехать в 4, надо было сколько встать? Ну, как минимум в 3:30. Не пойдет. Поэтому решил, едем сегодня. Ну что, поехали потихонечку. Вперед. Не то, что проблематично выехать. Там можно назад проще. Там ман, видите, стоит. Не дай бог соседнюю машинку не уцепить, зеркало не забрать. Погнали, еще маленько поработаем. Особенно завтра. Все, счастливо оставаться. Сегодня вторник, 25-е, Радоница. Ремзона уже тоже закрылась. Парни домой поехали. Короткий день. Там уж сервис. Выходной в Беларуси. Оп, видели,
как? Обалдеть. Подъехал, сам открылся. А так как выходной, наша любимая промзона пустая, никого нет. Завтра здесь уже весь движ начнется. Сегодня у нас что-то пасмурно, тучки ходят, тепло, 16 градусов, хорошо так, комфортно. Что на завтра я посмотрел, так для себя, Микошевичи, целый день дождь. И такие три дождинки большие. Вот. А нам завтра крышу сдвигать, причем 2 раза. Я сильно сомневаюсь, что там это будет все происходить. Во всяком случае в Микошевичах под крышей. Может быть где-то в Пинске там, забыл название там, Кузнец что-то. В общем, потом посмотрю пока. Пинск пока нам не особо интересен. Может быть там где-то и в цеху в Микошевичах, так Виколи не видать. Все будем делать наружу, ой, на улице. Придется маленько помокнуть по ходу дела. Вот. Кому сегодня нужен здесь этот светофор? Вы не знаете? Я тоже не знаю. Нафига он сегодня здесь работает? Никого нет от слова совсем. В общем, порулили. Часам к 9 должны приехать. Может, чуть раньше. Дай бог. 8:30. Не знаю, наверное, до места поедем. Но пару дней харчей дали с собой. Сказали, на большее не даем. Можно ехать всегда не до места. Какой у нас газончик стоял, видели? Древненький такой. Тут же все зеленое, все распускается такими бешеными темпами. Еще перед Пасхой снег лежал. Неделю назад. Ну, 9 дней. Сейчас он уже все, травка зеленеет. Солнышко не видно, ничего. Вчера солнечно было. И вообще прекрасная погода. Сегодня какие-то тучки, даже там гром гремел. Ну, даже ливня не было. Просто гремел. Первую грозу слышал. О. Погнали, короче. Кстати, в Микошевичах ни разу не был. Нам, чтобы в Микошевичи попасть, мы сейчас будем... Вот на МКАД только выехал. И будем с МКАДа уходить туда. Пойдем в Слуцк, Солигорск, где наши эти калийные удобрения добывают. В Слуцке был 1000 раз, в Солигорске несколько раз. А вот именно в самих Микошевичах не доводилось. Через 1 километр съедьте с автомагистрали. Вот. Мария Батьковна говорит, что надо через 1 километр съехать с автомагистрали. Послушай. Как раз и указатель, вот, да. Слуцк, Микошевичи. Вот нам туда. Съедьте с автомагистрали. МКАД такое ощущение, что утро 7:30 утра.
все на работу едут. Все с этим. С исторической родины возвращаются. Кто откуда. Нет, тут я что-то голову повернул, смотри, я думал, тут все будет на глушняк стоять в сторону Минска. Не, едет. У нас просто это, сравнить с некоторыми крупными городами, не так много населения. Даже для Минска это поток транспорта большой. Смотрите навстречу. В общем, рулим. Что тут? До Слуцка где-то соточка и от Слуцка соточка. До Микошеич. Солигорск по центру. Светло или темно уже будем проезжать, посмотрим. Может, еще светло будет. И справа это микрорайон Сенница называется. Такой типа это. Распальцованный. Как это? Загородный, как это правильно сказать, ну, в общем, вы поняли. Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start to slip away. And I surrender, I surrender. There's no more falling down, I've hit the ground. So I surrender. And I surrender. There's no more falling down, I've hit the ground. You don't owe me anything, but I believe that you can show me all the things that I've been needing. I'm just hoping you give me a reason to go on. And I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing?
I start to slip away, and I surrender. I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground, so I surrender. And I surrender. There's no more falling down. I've hit the ground. Поселок Шишчицы, вот по-белорусски так, Шишицы мы их называем. И вот сюда вот, ну, куда-то туда влево, короче, Шишицкое водохранилище тут где-то недалеко, я уже, правда, не помню где, давно это было. Еще до тех времен, пока пошел на международные перевозки. Ну, кстати, направо на Барановичи, налево можно на Осиповичи выйти туда. Могилев тоже, ну, как бы. Вот. Рыбалочку, помню, ездили. Там. Именно там. Вот. Именно на зимнюю. Как-то на летнюю нет, а на зимнюю, помню, вот катались с корешем. Когда в каком-то из видео я говорил, что мы там с этими бегали. Уже лед был такой подгулявший. Мы с палками бегали. Ну, на случай, если провалишься, чтобы можно было на что-то опереться. И кореш успел подбежать, тебя вытащить. Вот куда-то вот в туда, вот в сторону Осипович. Только, ну, я не помню. Недалеко здесь. Ну и закончили, естественно, мы эту езду туда. Все это закончилось после того, как Алексей Николаевич начал заниматься международными. Ушел на международные перевозки. Все. А сейчас туда нельзя. Временное ограничение. Вон стоят 6 тонн на ось. Распутится. Все дела. Это уже под Слуцком. До Слуцка осталось 17 верст. Здесь уже теплее. Ну, юг все-таки, южнее идем. 19 градусов. Туда вот еще 122 до Микошевич, там вообще уже лето давно. Там посевная должна быть в полном разгаре. Они в первую очередь у нас в Беларуси вот начинается посевная Брестская, Гомельская область. Ну, южные наши регионы. Хотя тут вся Беларусь это 600 километров, что вдоль, что поперек, плюс-минус. Страна небольшая. Здесь это тоже трасса, она платная. Но она платная вот до Слуцка. После Слуцка уже будет, походу, должна быть бесплатная. Может, уже тоже платную сделали, 1000 лет не ездил. Но была платка только до Слуцка. Дальше уже этих рамок не было. И широкая закончится. Заканчивалась. Перед Слуцком там все. Потом уже должна узкая пойти. Не знаю. Может, что поменялось. Вон, смотрите, тут уже что-то уносимые, наверное, или по колено уже повырастали на полях. Все зелененькое, так красиво. Я балдею от этого времени года. Не знаю, как это. Смотрите, какая прелесть. Глаз не нарадуется. Сейчас лето придет, пекло, жара, все желтое станет. Если жара будет, конечно, обещают лето жаркое. Что это такое? А вот
вот сейчас, когда все свеженькое. Ух. У меня даже кот. Вчера пошли мы вечером, да. Витаминов ему не хватает или что? Он все вазоны дома поел, как хуже гусеницы. Он даже ядовитые вазоны дома поел. Монстера была, он всю монстеру сожрал. Там монстера такая вымахала с меня ростом, такая, листья такие, что руль вот этот. Все попожрал. Погубил все на свете. Что еще пытается, что пытались от него спасти, так кто это? Повешали на стенку. Надо же ему, наверное, эти тоже. Но мясо них требует, ему вот вазоны давай. Как пошли, это ну уже груша, птичка. Что за памятник? 1941-45. Да, здесь тоже. И этим местам досталось. Вообще нам всей стране досталось. Очень сильно. Сейчас не об этом. Вот. Ну, листики такие еще маленькие, что только-только распускаться. Ё-моё. Принесли там, ну, 3 веточки сорвали. Он постоянно. Что самое интересное, говорю, такая груша, которая садовая, листики, он их не ест. Вот ему птичку подавай. Ну, натурпродукт любит. Принесли, поставили, он там приперся. Мясо ж лежит в тарелке. Раз оно в баночке на столе стоит, все на стол залез. Раз. Как гусеницы эти. И главное, что не каждая ж подряд берет, грызет, все обнюхает. Залезет этой мордой там туда, в эти ветки. Вот ему тот надо, до которого не добраться. Они же одинаковые. Нет, нифига. Короче. Интересно такой. Тоже свеженький. Вот. Так вот сейчас вот хоть пришла, это пока листья будут, так это нормально, хоть вазоны не особо трогает, а зимой же все это кошмар какой-то, я не знаю. Не ест только эти орхидеи. Они вонючие или таких запах от них такой. Он их постоянно нюхает, но не ест. Все, это единственные цветы, которые он не трогает. А все остальное ему до фонаря, что есть. Там барашек есть какой-то, он там на самом верху на стенке висит. Этот уже дотянуться не может. И все, и ходит только башку эту задирает. Как мне до них долезть? Прикольно так за ним наблюдать. Интересно такой кот. Своеобразный. Так, что мы тут отошли от темы. У нас уже вон Слуцк на горизонте. Вон он там, город Слуцк. Все остается в стороне, конечно, мы едем по объездной. Уже и объездная широкая, я чуть не помню, когда я последний раз на Солигорск ходил. Была она такая, нет? А, вот, все. Знак вижу. Кладка заканчивается, вон впереди. Солигорская маршрутка пробежала. Что у нас? Слуцк знаменит, да? Слуцкие пояса, Слуцкий сахар. Еврооп что-то тут кругаля нарисовывает. Допустим, его, наверное, пустой. Пускай заходит. Самая крупная сеть магазинов у нас в Беларуси. Евроопт называется. О, КамАЗ уже, нифига себе. Точно. А чё не МАЗ? Почему КамАЗ? Голова. То у них тоже тут иномарки были. Сейчас вы смотрите, это новый, наверное, уже. Удивительно. Я думал, МАЗ должен, по идее, быть. Ну, как логично предположить, да? Но там КамАЗ.
это, если я не ошибаюсь, по-моему, сахарный завод. Может и нет. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Может, я ошибаюсь. Хороший сахар. Сладкий. Это главное. Может, и не он, не знаю. Но он где-то здесь есть. Может, и он. Хрен его знает. Неважно. Все. Слуцк обошли. Пока тоже четырехполоска. Значит, и дальше сделали. Ну, давно не был. Да, давно не ездил. Еще помню, когда я на Солигорск что-то еще на Скане возил. Тогда я вот на этой заправке ночевал. Уже потом отсюда ехал туда. На выгрузку. Да, вот смотрите, дальше широко идет. Может, до самых Микошевич уже так? Вообще огонь-бой. Но бесплатно. Рамок нет здесь. И грузовикам типа 80 разрешено. Не типа, а разрешено. Вот и Т238. Что-то я вчера ехал, 2,39 было на заправке. Подешевело на целую копейку еще. Фига себе, что делается. Поехали смотреть. А вон уже эти. Вон, если вам видно. Солигорские эти рудники по добыче калийных удобрений. Вон уже. Впереди видны. Тоже такие горы, да? На Дубнуйские похожи. Тоже нехилые такие горы тут нарыли, смотрите. Фига себе. Какие здоровые. И вон роют, и сейчас он там что-то сыпется с него. Ну вам не видно, поверьте на слово. Ну, обалдеть. Какие. Тут можно потом этот курорт устраивать. Только что снега нет, тепло постоянно. Смотри, какая высота. Фига себе. Что-то не обращал даже внимания. Нормально. Скорость превышает. Ну, наверное, все, у нее тут еще старая программа. Я еще все думаю, что мы тут по однополоске едем. А так тут новая дорога. Все, катишься. Какой расход. С Минска вот 2,49 на данный момент. Ну а это вот само это предприятие. Здесь я выгружался как-то раз. Что называется? Завод железобетонных конструкций Калий-2. Да, ну, может быть. Беларусь Калий. Все, вот сюда я как-то привозил чего-то. Помню, было дело. Здесь, как в том фильме, да, добывает керосин. Это в том фильме керосин добывали, а здесь добывают наши калийные удобрения. Любань-Слуцк, Бобруйск налево, нам туда не надо. Все, широка закончилась. Хватит, побалдели. Но это не только здесь, тут я смотрю. И туда дальше, вон там тоже все роют. Короче, ну большое же предприятие это. Так, ну у нас все, теперь пойдет уже
такая. Обычная. Я даже, честно, не могу сказать, ездил ли я вот дальше. Как-то, по-моему, даже не доводилось. Все, дорога испортился немножко. Даже не припоминаю. Если ездил, то очень-очень давно. Солигорск 11, Старобин 13, Микошевича 69, но не 77. До точки прибытия. Солигорск, соответственно, тоже все остается в стороне слева. Мы через него не едем. Ничего себе, что такое? Тусовка байкеров какая-то местная. Приехали в кафешку пивка попить. Город слева, с деревьями его не видно, так что смотреть-то там ничего. Пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя второй съезд. А мы дальше прямо. Еще больше на юг поедем. 70 верст еще. Используйте второй съезд. Город Старобин. Вы превышаете допустимую скорость. Да, превышаю, но не сильно. Повторюсь, у нас в Беларуси, как в России, плюс 20 ненаказуемого нет. Поэтому максимум плюс 10. До плюс 10. Провинциальный городок, все дела. Вы превышаете допустимую скорость. Не, наверное, я тут точно никогда не ездил. В памяти не всплывает моментов, что я здесь когда-то был. Не наши маршруты были. Ох, сколько гнезд на деревьях, нифига себе. Торфобрикетный завод, оказывается, здесь есть в Старобине. Не знал. Будем знать. Ну, тоже все как всегда, видите. По объезду. Через город не едем. Вообще мы едем с вами в Полесье. Это уже будет Брестская область, Лунинецкий район. Полесский регион. Полесье, как у нас называют в Беларуси. Торфяники? Да. Полесье тут. С торфяниками здесь все в порядке. Горят, правда, иногда зараза, когда жарко. Но места такие красивые. Да, Полесье. Болото, потом лес сменяется, вот. Реки. Окончательно убедился, что я тут никогда не ездил. Почему? Потому что я-то думал, как бы, с Минской области мы сразу попадем в Брестскую.
как бы уже почти приехали, осталось 14 километров. Но здесь вот такой вот аппендикс. Еще Гомельской области захватили. Чего-чего не ожидал. Вот только сейчас вот мы въезжаем. Брестская область, Лунинецкий район. Здрасте. Вот, а тут после Солигорска, после Минской области, получается кусочек еще Гомельской. Как-то чик, отпилили аппендикс. Я этого не знал. Я тут когда-то был, я бы это запомнил. Ну вот. Видите, представляете, всю жизнь прожил, а здесь никогда не ездил. Не надо было. Ну, еще нормально так это. И засветло приезжаем с вами. И это хорошо. Вернее, уже почти приехали. 12 верст. Время 15 минут, 17 минут 9. Вообще четенько залетел так. Дорога хорошая, чего нет. Сразу вот тучки, тучки, вон впереди, тучки. Похоже, прогноз сбывается. Вот завтра в дождь. Ну что сделаешь? Ничего страшного. Не сахарный. Не растаем. Жучки-паучки только ляпают по лобовику. Ну вот почти сразу сейчас мы будем М10 пересекать. Налево на Гомель, направо на Брест. Ну и соответственно на Пинск тоже. Вот по этой дороге. Ну, соответственно, уже с той стороны. Да, вот Кобрин. Это вот туда. Вот мы потом на вторую выгрузку туда поедем. Но пока по прямой Машка ведет так, не знаю. Поехали. А, вот Кобрин, Брест вправо. М10. Я смотрю, и здесь он что-то. Да, это вот, наверное, вот куда мы и едем. Да, вот гранит тоже, наверное, что-то добывают, да. Ну, так предполагал, что на какой-то рудник мы опять поедем. Вот она трасса. Мы сюда вернемся, но завтра. Ну, пока погнали в Микошевичи. Еще 9 километров. Наверное, даже часть города, походу, зацепим. Свет включить. А надо. Сейчас мы приедем. Все. Добро пожаловать. Город Микошевичи. 1736 года выпуска. Ну, Машунчик, давай. А, стопудово, вот там вот справа вот эти горы, там рудники гранитные. Что-то тоже вот какой-то гранит добывает. Туда мы и везем наше железо. Вот, видите, тут уже вон сады цветут. Говорю, что на юг приедем, здесь уже все полным ходом. Да, какой контраст, да? Вот с севера заходишь, с северо-востока, и
там еще вообще практически ничего, даже листиков нет. А здесь, вот, пожалуйста, уже сады цветут. Светофор. До нас тоже добралась эта сеть российских магазинов. В Минске есть. Так. Какая красота, правда? Белые сады. Значит, еще морозы должны быть. Обычно, когда сады зацветают, потом заморозки начинаются. Закон такой. Что тут? Движение написано 8 тонн. Я не знаю. Я другой дороги не знаю, как ведет, так и еду. Может, 8 тонн это правее туда было? Не знаю. Если что, объяснят. У меня координаты забиты. Мы по ним и едем. Повороту через 800 метров. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько. Вообще грузовым запрещено. Маша, ты куда меня ведешь? Под монастырь? Может, какой-то и другой заезд есть, я не знаю. Через 300 метров поверните направо. Это сейчас должны направо поехать. И мой коллега тоже стоит, вы видите. Все. Ой, он прям в сам центр приехал. Нагленько, согласен. На следующем повороте поверните направо. Хорошо. Поворачиваем направо на следующем повороте. И еще 5 километров. Давайте, наверное, свет включу все-таки уже. Куда-то ж приедем. Надеюсь, координаты дали правильно. Ну, вроде пока как бы не ошибались. Все так довольно-таки всегда четенько присылали. Что здесь написано? Транспромгаз. Ага, нам сюда не надо. Вот куда-то вот туда вот. За город едем. Да, вон видите, уже горы впереди. Короче, конечно, что там было производитель, я не успел прочитать.
уже сумерки. В общем, я пришел сюда с расходом с Минска 24,1, представляете, с 23 тоннами. Обалдеть. А что значит ровная дорога, круиз поставил, все катится. И понятия не имел, что такое предприятие-то у нас есть на Кашевиче. Стоять, Зорька. Все. Уже шлагбаум. И еще как бы километр. Короче, пойдем узнавать, если что, куда вставать. Контрольно-пропускной пункт номер 1. Пойдем узнаем, туда мы приехали, не туда. Наверное, ж туда. Все, завтрак к 8 утра. Сейчас только надо здесь вот машину будет поставить. Говорит, смотрите, что только не заставили с утра. Ну, пусть только посмеют. Думал, здесь вот справа поставить, типа, думал, знак, типа. Стоянка запрещена. Здесь вот с самого краешку сейчас поставлю. Нашего еще Пашки еще нету. Может, утром приедет. Здесь вот с краешку поставим, но я думаю, не заставят, выехать-то получится, чего нет. Сюда вот, где вот это вот лужа симпатичная. Выедем завтра. Мы не позволим нас заставить. Площадка большая. Я же думаю, тут хватит у народа ума не заставить полностью. Да я уже все равно спать не буду к этому времени. Единственное, что с правой стороны хрен вылезешь. Лужа там. Такая. Грызюка. И дальше сильно не сдашь. Можно еще, в общем-то, назад затолкать. Все, я уже в поле залажу. Все, а потом вот здесь вот направо и пошел. Че, сразу раз и на выезд. Ладно, хрен с ней, с лужей.
тапочках сбегаем с утра. А если дождь будет, ну кроссовки заберу на эту сторону. Ну что тогда? Все? Беларусь. Сколько время? Без 29. Ну, пойдем посмотрим. Нормально. Здесь впереди точно никто не станет. Ладно, с моей стороны выход есть. И все. Ну вот, с приездом. Первая точка. Завтра к 8 туда, на КПП, оформлять пропуск. И на заезд. Good. Можно отдыхать дальше. Завтра тяжелый день. Арбайтен, дисциплина, все дела, расчехлять, вот это все. Счастье. Нормально. Движение — это жизнь.